Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо всем большое за то, что присоединяетесь. Это прямой эфир. Денис Елисеевич на связи прямо сейчас. Предприниматель, блогер, политический обозреватель, который жжет словом, глаголом, так сказать, бьет по зеленизму, которому уже 7 лет. Здравствуйте, Денис. Да. Здравствуйте, Александр. Друзья, как всегда, мы общаемся непосредственно с вами, это в режиме прямого эфира всегда так, то есть вы можете задать свой вопрос, это сделать проще простого, нужно быть или в сообществе закрытом клуба зрителей Шелест, это QR-код, который вы видите непосредственно справа, тот, который возле меня, это можно прямо на экран вывести, собственно, свой вопрос, мнение, никого не дожидаясь, ну и, конечно, оставлять свои вопросы в сообществе YouTube, а еще и в чате трансляции. В общем, это все в финале обязательно прозвучит. Спасибо, что поддерживаете канал, лайки не забывайте ставить, подписываться. И, конечно же, за то, что мы вместе. Это самое главное. Начнем традиционно наш сегодняшний эфир с вот такого вопроса. Причем я его, вот смотрите, очень выдуманный и гипотетический вопрос, но это очень важный вопрос ввиду того, что происходит на переговорном треке украинском, российско-украинском, российско-американско-украинском. Значит, вам предлагается поставить себя на некое место человека, который участвует в переговорной группе от Украины. Это вот важно, от Украины. То есть, но вы принимаете решение, вы в переговорах. И вопрос. Представьте, что вы на финальной стадии, то есть последние переговоры перед какими-то ключевыми решениями. Что для вас важнее, вот лично для вас? Это территории, жертвы от того, что война продолжится, ну, то есть вот эта геометрическая прогрессия. Личная безопасность, то есть своя, страх бунта, что то, что я сейчас приму, соглашусь, мы разрешим, не примут там, дома. И четвертый вариант это ну, пряник условно, репарации, гарантии того, что не бросят, будут помогать деньгами, то есть конкретно такая выгода, но не тут не личная, а выгода вот от того, что будут какие-то непопулярные решения, но есть чем крыть. Вопрос серьезный на самом деле, потому что, мне кажется, мы сейчас находимся после заявления Зеленского в очень крутом пике возможности договориться. Давайте на эту тему поговорим, вот с этой прям темы и начнем. Вот ответьте вы на этот вопрос и охарактеризуйте ситуацию вокруг переговоров по Украине. Ну, если нужно выбирать один вариант, то я бы выбрал номер два. Если можно два выбрать, то я выбрал бы номер два и номер четыре. Вот так бы я проголосовал. Вы правильно сказали, переговоры находятся в крутом пике. Зеленский дал интервью, вот это вот недавнее РБК Украина. Вот сейчас приходит информация, что это была заготовка сделана специально. И, ну, в общем-то, нелестно высказаться в адрес Кушнера, в адрес Виткофа, в адрес Трампа. Выходит статья в Нью-Йорк Таймс, вы читали, Донни Лэнд сделать То есть это какой-то такой, знаете, уже как троллинг. И я думаю, это действительно все спланировано. Это Зеленский что делает сейчас? Он провоцирует Трампа, чтобы Трамп вышел из переговоров или официально не выходя, отошел в сторону и все игнорировал, просто наблюдал. А Зеленский выйдет тогда и скажет, если будут претензии, я хочу. Смотрите, Трамп не хочет. Смотрите, это он нас бросил. Я на все был согласен. Я с Путиным везде готов был встретиться. Это Трамп нас бросил. Поэтому давайте будем с Европой. А что с Европой? Что Европа может? И главное, что Европа хочет. Поэтому я считаю, сейчас Украина в очень опасной ситуации. Мы, конечно, всегда были в опасной ситуации за последние годы, но сейчас, если отойти от США, это все. Вот люди должны понять, если Украина отходит от США, это конец. Обоснуйте почему, ведь сегодня как раз-таки это, вот именно сегодня, завтра, это такая неочевидная мысль. Ну, смотрите, 90 миллиардов кредит вроде как согласовали, и санкции 20-й пакет. Правда, убрали там морскую перевозку российской нефти, и то есть не такие уж они и звериные. Впрочем, как и предыдущие 19 пакетов, чего уж тут говорить. Но тем не менее, это очень хорошо продается. Смотрите, Европа с нами, Европа у себя на своих заводах делает украинские ракеты, которые, правда, потом стали не совсем украинские, но все равно. То есть сейчас как раз такой период абсолютного, ну не знаю, еврооптимизма, которую качает власть. Не, на самом деле все это пустое. Давайте вот вы по кредит сначала сказали. 90 миллиардов евро. Из которых 60 останутся в промышленности Европы. Они будут производить, создавая ВВП у себя в странах. 30 миллиардов это будут выплаты нам на социалку и на закрытие долгов, которые уже взяты. То есть в итоге ничего. Да,
с этими деньгами, и там еще будут выплаты, и, честно говоря, мы от Америки получаем 2 миллиарда в месяц, просто об этом мало кто знает еще. Мы дотянем до конца года. Ну как дотянем? В смысле мы дотянем, вот на карте будет Украина примерно как сегодня, но это не точно. Но ситуация в обществе будет просто катастрофической. Будущее государства и страны под вопросом. Психологическое состояние, количество жертв, это к пункту 2 про количество жертв, будет просто фантастическим. Лето. Удары Путина будут по водной инфраструктуре, по газовой. Зима какая будет. То есть это какой-то просто страшный сон. Если мы сейчас начнем об этом всерьез говорить и фантазировать, если ничего не закончится. Поэтому я бы на этот кредит особо не обращал внимания. Ну, это будет жизнь как сегодня, только ухудшаться с каждым днем, так как на протяжении всей войны. А дальше что? Саша, вопрос дальше что главный? Заканчивается этот кредит, условно, там вот, на что бы его не хватило. А что дальше? А что будет с 1 января 2027 года? Промежуточные выборы. Трамп с треском проигрывает, а от него отворачивается внутри, он становится свадебным генералом. Все решения демократы или там, знаете, такие, ну, давайте так, другие республиканцы, это тоже очень интересная тема внутриамериканской политики. Не знаю, МАГА будет ли... Ну, потому что, давайте честно, критика Трампа и со стороны магаистов, бывших, которых он отшвырнул от себя, и со стороны демократов. И тут Зеленский опять приезжает в Конгресс, ему целуют руки, помните эти кадры? Ему аплодируют стоя, ему выделяют транши, идет кэш в брикетах вот этих определенных штатов, которые не распечатанные банковские. Миндичи, уже новые Миндичи, созваниваются, разруливают, как чего крыть, куда покрывать. Да, территория может стать меньше, да, украинцев убьют больше, но незламность, потужность, она же будет оправдана, и украинцам всем скажут: смотрите, вот видите, Зеленский опять победил. Почти как Орбана. Правда, сегодняшняя, мы сейчас об этом тоже поговорим более предметно, сегодняшняя история, я вообще, я не знаю, это какие-то рыбки-гуппи в комментариях, вот эти эксперты, которые там, елки-палки. Мадяр сегодня вышел, венгр, и говорит: я буду 9 мая. Короче, это Орбан блокировал и разблокировал. И Орбан, это при Орбане Украина сегодня запустила эту дружбу. Словаки завтра до них дойдет эта нефть, и венгры тоже. То есть это как бы, это была игра с Орбаном. Конкретно Орбана с Орбаном, понятно, Еврокомиссией. И вот и все. Понимаете, там, ну, Мадьяр тут как бы, он не шибко при чем. Понимаете? Но все говорят: вот Орбан, его уже нет. Так Орбан как раз дорабатывает. То есть точно так же будет и с вот этими отношениями с американцами, понимаете? И вот это вот опять Зеленский на коне, он всех победил. Ну, то есть вот какую очередную перемогу нам рисуют. Внутри США победа Зеленского. Да не, внутри США так никто не говорит, и я скажу больше. Зеленский не субъект и не сторона борьбы с Трампом. Он олицетворяет ее для медиа, да, но за ним стоят совершенно другие, те, кто радовались победе Мадьяра. Хиллари Клинтон, Сорос, Обама. Вот, а на другой стороне Трамп. Вот между кем и здравый смысл, понимаете, консерваторы. Вот с чем идет, с кем идет борьба. А Зеленский просто олицетворяет, и медийно это все как бы возглавляет сейчас. Давайте про промежуточные выборы вам скажу. Оба сценария рассмотрим. Во-первых, для того, чтобы зрители правильно понимали, в течение пары месяцев начнут происходить те вещи, а особенно летом, которые те, кто сегодня считают, что демократы в одну калитку побеждают, это уже решенный вопрос, немножко придется, так сказать, покашлять, посомневаться, поскольку будут нанесены мощнейшие удары по лагерю леваков, то бишь демократов. Много козырей есть у команды Трампа для этого. Просто это нет смысла делать сегодня, поскольку выборы 3 ноября рановато. Давайте представим, что, так как вы сказали, побеждают демократы, допустим, это же тоже нельзя исключать, победили. Но среди демократов Зеленского-то многие тоже не терпят и не уважают. А давайте и это пропустим. Давайте представим, начали давать деньги, так как это было первые годы при Байдене. Вот не проиграть, ни победить не дают. Но все как бы продолжается. А, Саша, а что дальше? Ну что дальше? Украинцев все меньше, территории все меньше. Понимаете, самое худшее — это потеря людей, но нельзя забывать и про тех, кто остается жив.
их психическое состояние, их состояние здоровья. Вы посмотрите на эту статистику. Антидепрессантов все больше употребляют, к психиатрам все больше обращаются. Это сегодня так все кажется, но если вы поговорите с врачами, с докторами, то они вам скажут, что это будет иметь отложенные последствия очень серьезные. И еще одно, это вообще очень важно, разочарование в государстве. То есть люди, которые сегодня живут на территории Украины, большинство, они не мыслят категорией, даже то, что я рассказываю на своих стримах, давайте вот реформы, им это наплевать уже на все. Они откройте границы, и мы отсюда свалим. Я не знаю, уедут они или нет в таком количестве, но определенные замеры были проведены, и я вам могу сказать, 4-5 миллионов сразу уедет. Если завтра открывают границы, вот представим, 4-5 сразу выезжает. Я не знаю, какая часть вернется через полгода, я вам говорю, сколько уедет. А вернется из тех, которые сейчас уехали, ну, может, один Елисевич. Ну, если честно, то 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. Вообще, конечно, это действительно большая проблема о доверии к государству. Сейчас мы видим, как разворачивается вот эта история, и авторшоки очень серьезные. Ситуации вокруг Голосеевского стрелка. Вы поняли, почему власть пропихивает вот эту тему, вот эту историю, что а давайте легализацию оружия все дружно обсуждать? То есть не то, нахрена нам полиция, не то, а что вы вообще делаете, не то, а как вас вообще готовят, а готовят ли, не то, в каком вы вообще состоянии, не то, а почему вы не идете воевать, а помогаете ТЦКшникам, о которых мы отдельно разберем сегодня, этих организованные преступные, это уже официально организованная преступная группировка, вот в Одессе, там другие примеры, это все. То есть почему вы не идете служить, здоровые лбы, а при звуке выстрела, вместо того, чтобы ребенка хватать и прятать хотя бы рядом за стоящую машину, вы несетесь как сайгаки. То есть не это. Все должны обсуждать легализацию оружия. И сразу включаются вот эти Петровы, вот эти всякие там Гладких, вот эти эксперты, вот эти Исландии, которые говорят, вот, вы же критиковали, когда стрелял там полицейский и убил кого-то при задержании. В Днепре, Я видел это видео. в Днепре, кстати, понимаете? Ну так он спиной бежал, он ему ничем не угрожал. Ну то есть это выстрел в спину был. Тогда, я помню, был большой скандал. Но этот скандал припомнили, перекрутили. Но явно нам готовят, вместо того, чтобы наказать эту полицию, разогнать там этих присосавшихся, крышующих, мзду берущих и на людях наживающихся, еще их с ТЦК сотрудничающих. Вместо того, чтобы это сделать, нам готовят усиление полномочий полиции, чтобы они стрелять могли по первому пику. Но опять-таки, да, это же все как в американских фильмах, как в Америке. Только ты там глянул не так на полицейского, плюнул в него, там что-то где толкнул, локтем зацепил, он достает пистолет и в тебя стреляет. И он прав, потому что он полицейский. К этому хотят подвести? Или в чем? Вот как вы видите, нахрена поднимать тему на 5-й год войны, легализация и массовое вот это вот, ну, узаканивание оружия, ношение короткоствола? Вы, кажется, сказали про американские фильмы. Знаете, я жил в США 3 года и ни разу не имел никаких проблем с полицией. А она повсюду вокруг меня. И никто криво-косо не смотрит, и ничего такого нет. И близко. Здесь это настоящие защитники в обществе. Высококачественные подготовки и выглядящие так, как настоящие спортсмены. Все подтянутые и точно как вот с фильмов самых лучших. Вот это я могу сказать точно. По поводу легализации оружия. Я либертарианец, я продвигаю программу реформ. Я за свободное ношение оружия. Но Во время войны. это я. Да. Во время всегда. войны. Мы, если хотите, можем подробнее. Но почему это говорит власть, вы спросили? Я вам скажу. Я сам офонарился этого, потому что Клименко это начал разгонять, если вы заметили, сразу. Только это произошло, не в тот же день, вот теперь. А это, думаю, так как? Это же вы должны как бы вроде быть против того, что, например, предлагаю я. И тут я понимаю просто-напросто. Первое, это просто такой антикриз. Сейчас об этом поболтать, чтобы общество, ну все, нам разрешат, можно как бы не париться, а почему полиция так работает. Но это все сойдет на нет и ничего не будет. Это вариант первый. Вариант второй, они действительно что-то примут, но так же, как с рынком земли, с рынком марихуаны. То, что я тоже приветствую, но только не так, не в том виде, в котором они принимают. Поскольку такая власть, она дискредитирует любую реформу хорошую, любую идею. Примут опять для избранных, но под соусом для всех, так как с марихуаной. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. Хотите обсудить легализацию оружия? Нет, смотрите, одно вот антикриз. Так а в чем логика этого антикриза? Я ее не понимаю. Ну, смотрите, вы, вот как бы обращение к обществу.
Да, вот так случилось, вы возмущены, поэтому мы сейчас вам разрешим иметь оружие, В чтобы вы не смысле? надеялись на Подождите, полицию. стоп. Да, Погодите. Облажались менты, ну, да. мусора, их там сейчас очень сильно хулят, понимаете? Они облажались. А те говорят, ничего, мы тебе сейчас разрешим, будешь сам отстреливаться, если вдруг у кого-то перемкнет. А мы тогда уже приедем, когда все друг друга перестреляют, сделаем выводы, тебя, кто останется в живых, посадим. Ну, вот такая Ну да, получается логика. конечно. А вы чего ждали от такого государства? 22 апреля, мы сейчас с вами в прямом эфире. Скажите, кто понес ответственность? Жуков. И вы понимаете, я сегодня утром открываю Facebook, 5-6 постов, какие-то ноунеймы блогеры с каких-то глубинок, фотография Жукова пафосная и какой-то супер парень. Да подождите, я не против. Но кто-то же это оплатил, это же политика. Второе, он подает показательно в отставку и везде бравирует тем, что он киборг. Так я же не против. Уважение, без вопросов. Только какое это имеет отношение к делу? Что теперь? Это какая-то индульгенция? Или там должны быть профессионалы? Короче, он отправляется в отставку добровольную, я провожу в это время стрим, говорю, посмотрите, куда-то переназначат. Следующий день его уже там назначили куда-то на другую должность. Клименко на месте. Я предлагаю все стрелы направить в сторону Клименко. Министр МВД в любой более-менее приличной стране уходит в отставку в таких ситуациях. И за меньшее уходят, Саша, в нормальных странах в отставку. Этот вцепился, сидит. Менты эти, два ментенка, какую ересь они начали гнать в суде. Я вообще не полицейская. Это что вообще в стране происходит такое? Так получается, нет, внешней угрозы не защитили, ни во внутренней, получается, ничего не могут сделать. В то время, когда это могла быть действительно русская ДРГ и страшных дел творить в Киеве, вообще ничего не работает. Их выпускают под залог $6000 один, $6000 другой. Да, сегодня Вы выпустили, понимаете, да. да, как будет идти суд? Ну, это будет 3, 4, 5 лет тянуться, и мы уже забудем, как и во всех предыдущих случаях. Так кто в итоге понес ответственность? А люди погибли. Ребенок ранен. Кстати, неизвестно еще его судьба какая. Ну, сирота, какая его судьба? В приют. Не, если выживет, он же в больнице, в В реанимации. смысле, вроде если как. выживет. Дай бог, чтобы выжил, чтобы конечно. выжил, да. Ну, и даже выживет он сирота, понимаете? Ну, это все. Конечно. Маму, папу А застрелили. и информация, его прикрыл дворник, там какой-то дядя Саша. То есть, получается, дворник дядя Саша более ответственно себя повел, свою жизнь положил за ребенка, а полиция убегала. Вот вам и все. Это они расписались вообще, это даже не профессионализм. Но Это вы же понимаете, в чем дело, Денис? Тут же какая сразу возникает история? Вот выходит главный нацполицейский, главный, говорит, Выговский, я видел. говорит, зарплата, вопрос не по зарплате, и начинает плакать. На сьогоднішній день в патрульній поліції некомплект складає близько 25%. Ви включить хотите, да? В Києві навіть більше. Ми взагалі не конкурентні сьогодні з іншими правоохоронними органами. ДБР, НАБУ, СБУ. У нас великий колектив, ми і найбільший правоохоронний орган в той час. Більше 100 тисяч поліцейських. Фінансування, навантаження на бюджет у нас найбільше. Поки що це питання не вирішується, хоча вже деякі законопроекти є і розглядаються. Ми постійно про це говоримо, ініціюємо, тому що звісно, тут не тільки гроші аргумент, але люди шукають де краще. І коли він отримує 27 тисяч, а охоронець в магазині 30, ну, вибачте, це трошки різні речі. Значит, тут он бросает две таких истории. Первое, это о том, что не комплект. Правда, там вот эта Дудина, полицейская, которая мы видели вся страна, весь мир видел это записи с тех бодикамер, когда тот типа главный над ней, а та как бы, ну, помогает, она, да, женщина и мужчина, вот такой экипаж был. Тот дает ей планшет, сходи, пойди за аптечкой, и она там тихонечко идет себе. Особо как бы, ну, не торопясь сильно. Все видели это записи. Ну, как бы она там, ну, вот так вот, ну, быстрым шагом, да. Никто там не бегает, никто не вот это все. Они же увидят, люди истекают кровью и лежат. Хорошо, они говорят, мы не видели стрелка, но тем не менее. Она говорила, некомплект в Киеве 60%. И я там сижу со штаба, ну, то, что вы говорили, и должна там патрулировать поминальные дни, там усиленные наряды, мы ездим, там смотрим, чтобы никто в конфетке на кладбище не положил эти там какие-то лепестки или мины какие-то. Но нам Выговский говорит, что смотрите, так у них зарплата 27 тысяч, а у охранника в супермаркете 30. Чего вы от них хотите? Конечно, к нам никто не идет. Нагрузка на бюджет. Тут вскрываются вот эти так большие проблемы, понимаете, с полицейскими. Слушайте, так прям серьезная история, я вам хочу сказать. Прям
как дальше жить государству? Опять надо полиции денег, опять надо полиции полномочия, опять полицией надо заниматься, потому что, а как, подождите, вы дошли до такой жизни? Саша, другого ответа не могло быть, и меня это раздражает дико, поскольку всегда на протяжении всей жизни в подобных ситуациях мы видим тупой совковый ответ в моем понимании. Если ты руководишь людьми, ты идешь на работу, у тебя нет ресурсов, чтобы качественно ее делать, положил заявление на стол и пошел управлять частную охранную фирму, если тебе это нравится, если тебя туда еще возьмут. Или сварщиком, или кем, или таксистом, или профессором, если ты способен. Точка. Вот эти рассказы, жопу свою годами там держать, а я прошу людей обратить внимание, я сейчас не готов оперировать цифрами, но совершенно точно очень сильно был увеличен бюджет МВД в последнем году. И в следующем будет увеличен. И там такое соотношение у нас полицейских и бюджетов на наше население, как в полицейском государстве. Такого нигде в мире нет соотношения. Вот что происходит. Они выходят и какие-то сказки мне будут рассказывать. Все совершенно не так. И тут не надо полномочия полицейским больше. Эти протоколы работают во всех нормальных странах. Подготовка должна быть. Должна быть подготовка, должно быть... Я ничего не говорю, что 27 тысяч гривен это нормальная зарплата, это ненормальная зарплата. Ну так вот вы расписались, как вы управляете страной. Но вы понимаете, когда полицейские эти зашли в суд, честно вам скажу, моя доброта меня погубит. Мне поначалу их стало по-человечески немного жалко. До того момента, пока они не открыли рот. Когда она начала рассказывать вот эти все вещи, так у меня вопрос, а ты не иди туда работать тогда. А ты понимаешь, что полицейский рискует жизнью всегда. Понимаете, Саша, а потом включается человеческое. Неважно, какая у тебя подготовка. У тебя лежит окровавленный ребенок, а она еле двигается. И они, идиоты, планшетик хотят идти в машину складывать. Да я бы по тот планшет не думал бы в такой момент, когда люди, куча окровавленных людей. И самое подлое, я вам еще раз скажу, то, что сказал этот мент по поводу бюджета и всего остального. Вы же видели, как некоторые публичные спикеры начали отрабатывать? Они вышли и говорят, а вы бы на том месте, а иди освободи ты заложников. А я тут при чем? Если ваша работа это, и вы за это получаете зарплату, чего вы на граждан перекладываете свои? И вот так совковое государство устроено всегда. Тот, кто не принимает никаких решений, он во всем виноват. Ухилянт виноват. А ты чего не сделал? А ты пойди по место Зеленского, смотри, как он плохо выглядит. А ты пойди его обезвредь, этого террориста. Вот когда на вас все перевешивают, вот это уже все, это приговор. Потому что тогда зачем государство? Вопрос у меня такой. А зачем все платят налоги? Вопрос такой. И ответа нет. Почему нет ответа? Нет дискуссий. Конечно, а кто? А тут в процессе дискуссии можно же какие-то нехорошие вещи рассказать, понимаете? Про Зеленского, про власть, про 5-6 менеджеров, про то, как управляется страной. Один нюанс еще я хотел бы с вами обсудить по поводу этой ситуации. Это, конечно, очень болезненная ситуация, и она многосерийная не потому, что там что-то там, вот, скажут, опять сидите там с пустого в порожье. Нет, у нас реально новые детали появляются каждый день. То вроде посадили этих ментов, то их сегодня выпустили под залог, то выходят вот эти с брифингами чиновники при погонах, те, которые трусятся за свое место, потому что, а им же замы дышат в спину. Тут же тоже не надо забывать, что это пауки в банке. Показательно уволят какого-нибудь начальника, если не сам уйдет, как этот Жуков, да, хотя он далеко не ушел, советник теперь. Ну, то есть ушел в советники. Смотрите, то есть они же там, кого назначат? Конечно, зама, будет ТО, станет полноценным. Ну, это же нормальная практика, и все там же потирают, там же это тоже очень склочная история. Я хочу один нюанс именно конкретно по этой истории, по поводу подвига, по поводу ребенка. Сегодняшний эфир, конечно, про дядю Сашу, это, конечно, нечто. Но я очень благодарен зрителям, прежде всего. Вот у меня там такая камерная атмосфера в клубе зрителей, и там люди пишут, и они прям обратили внимание, посмотрели этот сюжет киевского телеканала об этом дворнике, который любил деток, там эти елочки сажал там рядышком, конфетки, там котик у него был, теперь его всем подъездом подкармливают, ну, в общем, не дают пропасть. Хороший был дядька. Но он, видно, был в возрасте, но на ряде фотографий, которые собрались, ну вот с жильцов, да, вот этого дома, об этом дворнике, он в форме. И возникло такое очень интересное предположение. Форма, ну, сидит на нем, то есть это не означает, что он когда-то что-то там где-то служил, хотя, может, и когда-то служил.
ну, все предположили, что это вполне может быть СЗЧшник, который просто там вышел срок и, ну, вполне себе. Очень интересный нюанс, очень интересное наблюдение. Да, добрый, да, он там тихонечко себе работал, жил в этой кибитке, коптерке, да, и очень радовался тому, что он там обеспечивает вот эту всю историю. То есть мы опять как бы сталкиваемся с реальностью и популизмом. Этот же Клименко говорит, ну вот все вспоминают интервью «Радио Свободе», где он говорит, нет, это другая профессия, воевать Да. и здесь, они не Да. обучены. А сегодня он говорит, после этого случая, что каждый мент должен пройти фронт или прифронтовые территории. Что это за заявление такое? Это абсолютная чушь. Я не предлагаю ментам проходить фронт перед работой. Это академия должна работать. Это все иначе должно работать. Но если мы с вами так глубоко копаем, давайте посмотрим, как все начиналось, как нам рассказывали. Сначала с этого убийцы делали кого? Российский там какой-то военный. Потом, ой, извини, сами же бросили. Потом, ой, извините, это не так. Почему бросили это? Чтобы первое у рыбок, хомячков в памяти первое. Он из России, значит, все, это сразу приговор. Дальше. Я нашел на Threads, там, где соседи писали про этого мужика, что он был страшно агрессивным, со всеми конфликтовал. Они, чтобы это оспорить, поскольку это сразу, я сейчас объясню, к чему это вело, они сразу находят бабку, которая, ой, вы знаете, такой интеллигентный мужчина был, такой приветливый. И все-таки потом, это уже никуда не денешь, оказывается, это все случилось на почве бытового конфликта. Он угрожал, он стрельнул по своему соседу, до этого конфликтовал. И все на свете это происходило. Значит, и на нем уголовное дело за избиение было в 23 году. То есть это чувак, который давным-давно должен был оказаться в тюрьме. Но система ничего не делала. Люди, соседи, которые от него страдали, были незащищенными ничем и по закону ничего не могли сделать. Ну, разве что его грохнуть и сесть самому. И так вот устроена наша система. Полиция бездействовала. Этот мент сегодня говорит, вы знаете, видео у него в телефоне понаходили. Он ходил, называл себя генералом российской армии. То есть все теперь, ну если так, тогда в принципе все тогда понятно. Это полный идиотизм, это полный абсурд, и я с вами согласен в чем. И более того, если даже Клименко сегодня подаст в отставку, следующий министр будет ровно точно такой же. Я же это прекрасно осознаю. И я это рассказываю людям, вопрос системы, которую нужно менять. А вот эта система будет всегда брать себе подобных и отвергать всех, кто мыслит иначе и хотят что-то сделать. Поэтому это полный непрофессионализм, и по-другому быть не может в такой стране, к сожалению. И было так всегда. Очень интересно, что вчера все стали... Ну, вообще это все перебивается. Это все перебивается. Сегодня даже утром написали, что на Химпром прыгнули, да, на бандитские группировки, которые делились с властью, которые там занимаются всякими веществами нехорошими, да, которые там имеют влияние, колл-центры и так далее. На них даже как бы система огрызнулась. Ну, с теми, с кем сотрудничала, да, на них даже, скажем так, сегодня там обыски, аресты какие-то, там рассказали, что какой-то россиянин, мексиканец, у него кличка, он из-за рубежа это все курирует, но мы даже их пресекаем. Вчера там я видел только 2 новости, сегодня еще там 2 новости, когда ловят каких-то мужиков с пистолетами, с автоматами, и это все очень картинно показывает, что мы работаем. Опять-таки, о последствиях никто не говорит, потому что их, ну, какие там последствия, да? Ну, так, если разобраться. Ну, опять-таки, кто-то откупится, кто-то там... Ну, нужно показать пойманную рыбу, нужно говорить, что... Потому что реально испугалась система, потому что люди говорят, ребята, а зачем вы нужны? Вы вообще кто? Ребенок лежит, отец убит, мать, а вы дёру даете. И они вот сейчас показывают такие душещипательные видео, как там полицейские всех задерживают, и что полиция, наша полиция нас бережет. Но интересно, что вчера участковый в группе оповещения ТЦК, то есть мент, был тоже задержан в Одессе. Там 2 буса, там куча есть, сейчас уже есть немножко больше подробностей, $50 000 требовали.
следили, выслеживали тех, у кого есть бронь, у кого там есть какие-то повод не служить, их прессовали физически, даже физически, и требовали с них деньги. И в этом заключался этот бизнес. Я не видел Сырского по вопросам ТЦК, вот было интервью недавнее, и то там как-то он очень, ну так, несвойственно себе сказал. И вот вчера Сырский снимает Одесского областного военкома, снимает там районного, как снимает? Отстраняет, да, отстраняет. То есть резонанс жуткий. То есть менты вместе с ТЦКшниками, это с ОПГ, которая конкретно принимает участие в грабеже. Ну, бандиты 90-х, бандиты. Приехали, поставили на счетчик, приехали, сказали, давай, там, плати. Грабеж, разбойники с большой дороги. А сегодня пришла вот такая вот информация. Давайте очень коротко. Значит, что происходит сейчас на видео? Это подъезд. Облупленный, облупленный. Ужас какой. Город Харьков. Значит, там что происходит? ТЦКшники, да, с какими-то людьми в гражданских одеждах. В общем, направляют, представляют к голове оружие мужика, требуя у него отказаться от своей отсрочки для того, чтобы, ну, как бы, пойти на фронт. Одного з районних територіальних центрів. Ну, смотрите, тут долго рассказывает девочка из ГБР, это ГБР провели расследование. Смысл понятен, да, всех задержали, их там приняли, дальше там тоже героически принимают их. Но вы понимаете, какой получается абсолютный ад? Харьков. Люди приезжают, вламываются к тебе домой, выносят ногами дверь, приставляют оружие к голове для того, чтобы ты отказался от своей отсрочки, которая у тебя твоя. И вот так они работают, чтобы план закрыть. Им даже конкретно в этом облупленном подъезде, им интересно план закрыть. А в квартале какого-нибудь нового ЖК, новостройки, где-нибудь с приличными там машинами на парковке, им интересно денежку срубить. Вам не кажется, что эта система, ну, она уже превзошла государство? Это уже нечто большее. Я не просто так вспомнил 90-е, когда бандиты могли все решать, а менты были на побегушках. Да, но в некоторых моментах, конечно, даже жестче, чем 90-е, поскольку это все в законе как бы происходит. Бандиты-то хоть как бы бандиты, а это в законе все происходит. И по поводу вообще, как это характеризовать, я вообще ни капельки не удивлен. Я вообще ни капельки не удивлен. Это есть та система, которая, это Зеленский породил вот этот бандитизм, вот эти зондеркоманды. По поводу задержания в Одессе, кто там, СБУшники задерживали этот микроавтобус прямо на дороге. Я вам хочу сказать, вчера это на каком-то эфире комментировал на гостевом. Я хочу вам сказать, там же ребенка убили 16-летнего в Одессе. И много-много другого было. Но никто никого не трогал. Я думаю, просто они на того нарвались. Как-то вот там кто-то посодействовал. Не на того человека нарвались и получили показательную порку. Но вы представляете, что это там 0,001% из всего, что происходит сегодня в Украине. Этот бандитизм происходит каждый день. И граждане в этом всем живут. А Зеленский выходит при этом и рассказывает, у нас все отлично. Давайте еще годами будем воевать. И любой чиновник вам скажет, да вы, у нас все вообще хорошо. А я кричу здесь уже который год, что это катастрофа, 4-й год. Ну, 3 года вот такое происходит, 3 года. Тут вариант только один. Нужно заканчивать войну и делать государство с нуля. Смотрите, а тут другой момент, кстати, очень важный, то, с чего мы начинали, с позиции Зеленского. А почему это не видят на Западе? Все они прекрасно видят. Кстати, говорят, сегодня даже Amnesty International вроде там где-то сказала, что вот неправильно так делать. По-моему, даже Deutsche Welle написали, мне вроде так сегодня это описывали. Но Запад какой? Европа? Ну, посмотрите, вы живете в Америке с позиции Америки. Если, например, с позиции европейского, они же сейчас главные доноры. То есть нам говорят, что надо платить в Украину налоги, надо открывать производство, надо поддерживать, надо
собственно, помогать, дроны собирать, Зеленскому давать. Вот эти, которые там, надо вообще разобраться, а вот эти мужики, которые там сейчас по Европам в всяких джоб-центрах, ну, вы поняли, да? То есть получают помощь, а они, если незаконно пересекли границу, их надо вернуть. То есть вопрос же справедливости, понимаете? И вообще, надо как бы еще 2-3 годика повоевать, говорят европейские политики. И тут же возникает вопрос у гражданина к своим же политикам. Говорит, ребята, а что вообще происходит? Мы, получается, даем деньги на вот это, чтобы тебе представляли оружие к голове, чтобы ты отказался от своих законных прав, ну там на отсрочку, например, как у этого мужчины в Харькове. Вы спрашиваете, ты мне гражданина европейского или нашего? Да. Европейского? Вот понимаете, тут же... Европейского гражданина запугали войной с Россией. Это же все очень тщательно спланировано. Как отвлечь европейца сейчас? Путин на пороге, поэтому у нас все так плохо. Трамп там сумасшедший в Америке пришел, поэтому, стиснув зубы, ничего не требуйте. Начинают давить на цензуру во многих странах европейских. И вот так это все происходит. Почему не обращают внимания? Потому что те же СМИ, которые вещают в основном и в Америке, и в Европе, это все СМИ под глобалистами. Они не дают информации заведомо выход. Но в Америке, в ИКСе все это обсуждается. Но другое дело, что американцам плевать, это Украина. И совершенно я бы на их месте, если бы я здесь родился, точно так же бы это делал, если бы я к Украине не имел никакого отношения. Тут у меня нет никаких претензий. А европейцы, если слушайте, так что мы сейчас это обсуждаем, если глава Генштаба Бельгии выходит и говорит, Украине надо повоевать до 30-го года, поскольку мы тут не успеваем кое-что. Все, они Зеленскому, в чем же и ужас, почему я сейчас презираю вот таких вот европейцев, лидеров. Они дали Зеленскому карт-бланш. Ты твори, что хочешь, ты воруй, как хочешь, но воюй с Путиным. До конца, до последнего. А он, оружейный барон, ездит, заключает сделки, дешевые дроны, а люди с нас. И только я должен сохраниться у власти, еще на эти бабок на этом заработать. Как будто дрон — это рыночный бизнес в Украине. Буданов. Альтернатива от Америки тому, что происходит? И правда ли, что его снимать собираются? Не комментирую. У них, я знаю, что у них с Зеленским очень натянутые отношения. Мне сказали, был даже конфликт или происходит конфликт. Все остальное не комментирую. Так а почему? Ну, потому что это же просто чьи-то догадки там разные. Нет, ну понимаете, просто опять-таки, нам же говорят, что вот эти ужасы ТЦК — это ИПСО, расшаренное искусственным интеллектом россиянами. Нам же говорят, что этих, ну там вообще конфликты — это там единичные случаи. Нам же говорят, что это все фейки. Нам говорят, что это агенты Кремля, там какие-то непонятные засланные люди об этом говорят. А потом раз и приходит осознание того, что ой, а мы обделались, а у нас тут в Харькове, а у нас тут еще где-то. Но государственная же машина ГБР и СБУ, ну вы так отмахнулись от того, что, мол, ну, типа, да, вот, как бы это просто не того человека приняли, там, и это, во-первых, люди, у которых есть 50 тысяч долларов, это действительно ничего себе в любом городе. Поэтому, видимо, связи, видимо, как-то, и поэтому СБУшники, типа, его защитили, а других там не защищают. Я с вами согласен. Однако, смотрите, здесь Одесса, здесь Харьков. Кто-то же толкает, видимо, этот слив тотальный ТЦК. Или его нет? Это просто так хочется верить, что сейчас спустят всех собак на ТЦК, их там переоденут в красивые формы, посадят в офис, а Федоров всех будет цифровыми методами душить. Вполне вероятный сценарий. Я же одно другое не исключает. Я абсолютно с этим согласен. По моей информации, уже чуть ли не завершена работа над так называемой реформой ТЦК. И вот как... Я не говорю, что это правда, я просто передаю информацию. И вот как мне человек охарактеризовал. Задача стоит вот эти видосики убрать, вот это с улиц все убрать, чтобы не появлялось в прессе, поскольку действительно оно уже дошло до крайней точки фактически. Дальше только гражданская война уже полноценная. Но все, что будет происходить юридически, так скажем, за кадром, без бусификаций, будет максимально жестко. То есть, как я для себя это трактовал, всех украинских мужчин, которые не идут на фронт, просто превратят в преступников в своей же стране. Правда, кто превратит? Преступники настоящие, такие как Зеленский, превратят каждого украинского мужика. И вот это, конечно же, хрень редки не слаще, понимаете? И все равно жизни нет, все равно жизни нет. И там, наверное, будет уголовный розыск, там будет, наверное, полиция заниматься, ну, то есть как полноценным криминалом. А криминал в это время будет заниматься настоящим криминалом.
понимаете? И опять мы пришли к чему? К какой-то херне, по большому счету. Поэтому, да, это может быть часть дискредитации, что смотрите, мы наконец-то увидели, ах, беспредел какой, мы их сейчас всех повязали, и вообще мы их сейчас всех расформируем. Ну, для меня все так очевидно, я даже не знаю, зачем я должен это людям объяснять. Все очевидно, это все недееспособно, ужасно. И это все нужно заканчивать. Нужны выборы этой стране, выборы как можно быстрее. Вчера матч видели? Динамо с кем-то на Западной Украине играла, по-моему, с Нивой, да, Тернополь. Или это в Тернополе был матч, по-моему, с Буковиной, Черновицкой, неважно. 14 500 человек на стадионе. 14 500 человек в одном месте. Но выборы провести нельзя. Так если в определенных регионах, в западном части центральной, я думаю, в Киеве, можно провести выборы вот таким путем, а на левобережной Украине электронным способом или каким-то бы то ни было еще, давайте это сделаем. Давай будем месяц выборы проводить, но давайте их все-таки проведем, эти выборы. Нет, нельзя. Концерты можно, футбол можно, выборы нельзя. Ну, смотрите, какая история. А кого нам выберут жители Западной Украины? Нет, так все будут голосовать. Я про способ вам говорю, что если в Западной Украине может 15 тысяч собраться в одном месте, то точно на избирательном участке любом будет намного меньше людей в любом городе Западной Украины. Не, я понимаю, что вы про сермяжную правду, вы про Я не вижу, что ситуацию... Западная Украина выбирала президента. Нет, все должны граждане выбирать Так вы президента. понимаете, что выберет-то Западная Украина. Почему? Потому что уехавших ни в какую, в любую сторону. Это коснется очень минимальным образом. Очередей не будет, особенно, я так думаю, что вполне вероятно и поэтому разгоняют вот эту тему, что если ты там как-то не так переехал, или ты там светанулся где-нибудь за бугром, да, то к тебе придут. Сейчас же прям на полном серьезе выходят вот эти спикеры от власти и говорят, будут там полицейские немецкие приезжать, перекрывать, будут всех украинцев, в общем-то, и депортировать нам, представляете? То есть, понятно, что в такой истории, давайте честно, ну, там явка на выборах будет не такая, а ему и не надо, потому что за границей за него, ну, там можно, во-первых, нарисовать, во-вторых, ясное дело, что, несмотря на то, что на митинги выходят и там флаги, ой, в общем, демонстрируют, и кричалки кричат, но как суть дойдет до выборов, вряд ли там у него большая поддержка будет именно за границей. Про Россию и Беларусь все вообще молчат, да? Ну, то есть только Россия, раза два было заявление о том, что давайте у нас как-то тоже организуем, чтобы у нас тоже провели. Ну, то есть получается, что будет избирать как раз-таки западная часть Украины. Получается, они... Ну, зря вы так думаете. Ну, смотрите, Зря вы я так просто думаете. логически смотрю на все происходящее. А что на Западной... А на Западной Украине во Львове сегодня Джохару Дудаеву открыли мемориальную доску. Причем маразм не в том, что Дудаев, понятно, это все идеология, политика, пропаганда, да, там можно по-разному относиться к Дудаеву, там Пугачева его, видите, уважает, кто-то считает террористом, кто-то считает таким борцом, революционером. Он действительно был во Львове. Ну, то есть фигура эта была во Львове. Был, учился в советском училище военном. То есть Львов, который декоммунизировали вот так вдоль и поперек, ставит, получается, курсанту Дудаеву, советскому, да, мемориальную доску. То есть советским солдатам, которые освобождали от Гитлера, да, позбивали, а вот новым советским, ну, таким правильным в оконцовке поставили. Конечно, это все будет там вариться, это вся предвыборная история, и риторика будет как бы еще более глубоко националистическая в этих выборах. Вопрос только, а кто на эти выборы пойдет, как вы видите? Кандидаты? Да. Так, Саш, смотря какие выборы. Трамп поставил Зеленскому четкое условие. Есть даты. Середина июня. Он в эти даты должен объявить выборы в Украине. Не то чтобы провести, а объявить их должен. Посмотрим, как он это сделает. Судя по всему, не собирается. Собирается идти в зарубу. Мы уже сегодня это обсудили. По поводу Западной Украины. Я не хочу говорить, что Львов какой-то плохой город. Да, огромная часть граждан Западной Украины националистически настроена. Это гибель Украины, национализм. Это гибель Украины. Какие они там ставят себе памятники, я им тоже запрещать не буду. У меня просто просьба, не рассказывайте, как в Киеве жить, как называть улицы. Или в Херсоне, или в Донецке когда-то. Вот в чем суть. Я не приезжаю во Львов, не диктую, как им жить. Почему я за федерализацию выступаю? Каждый регион имеет право жить так, как он хочет. Так может в этом и проблема. В этом-то и проблема Украины, Денис. Изначально. В чем?
Потому что выбирали, например, Донецкого Януковича, а он ластился под этих, ну там, под западные регионы, строил у них там дороги, в общем, вкладывал деньги вот туда, пытался им быть ближе и роднее. Кого не выбираем, все как бы туда липли, туда, понимаете? И никто не приходил и не рассказывал. То есть на восток приходили и рассказывали. В Киеве теперь у нас мосты Шухевичем, Бандерам и прочим, понимаете, героям и деятелям. В Одессе, Бандера к Одессе вообще сбоку припеку. Но тем не менее там насаждают, что он герой. А они могут рассказывать, а им нельзя подрассказать. Может, в этом-то и проблема, что все такие, знаете, стыдливые русскоязычные как бы машут гривой и соглашаются и говорят, ну мы же за честность, а с другими украинцами нечестно. Может, изначально в этом была проблема? Еще до войны, еще до Майдана вот этого кровавого. Да у нас много проблем, но я не хочу разделять граждан на таких и на таких. Это то, чем занимается Зеленский, я не хочу ему подыгрывать. Я не разделяю украиноязычных и русскоязычных, я два языка знаю идеально. Вопрос в другом. Вопрос в том, что никогда не голосовали за идею в Украине. Выбрали Януковича почему? Разочаровались Ющенко, а Ющенко продал все Януковичу. К высокому, широкоплечему, симпатичному мужчине. Вот так у нас голосовали, а не за идею Януковича. И влияние Сороса. Это же, понимаете, это мы сейчас... говорим о таком, за спиной-то стоит Сорос, который помог Ющенко стать президентом, который помог Порошенко стать президентом. И получается, что выбирают за спиной все или дают кандидатов. И вы спросили, кто тогда пойдет. Если будут настоящие демократические выборы, вы очень удивитесь, сколько будет кандидатов, я вам уже это говорил. И тут не надо рассуждать, а кого тогда. Потому что тогда и можно об этом не говорить. Тогда будет как в России 30 лет один президент. Кто же, если не Зеленский? И вот он 8-й год сегодня рулит. Выборы нужны. Вы забываете, вашу логику я понял, но вы забываете про 2 миллиона мужчин, которые не хотят идти на фронт, которые пострадали от ТЦК, у них есть семьи. По поводу диаспоры, каких бы там много не было тоже странных людей, но там очень много против Зеленского. Они, может, не знают, за что они, но точно против Зеленского. Поэтому это миллионы, миллионы, и как раз они, Саша, пойдут на выборы, на электронные, на обычные, потому что они хотят отомстить. Я бы даже так сказал. Давайте в завершении там еще несколько вопросов по Америке, потому что и перейдем к вопросам зрителей. Потом пишите, дорогие друзья, спасибо большое, что смотрите. Поставьте лайк, не забудьте, и подпишитесь. Денис, но ведь это вся история, и это все стало возможным, потому что США влипли в Иран. И там все вообще ни шатка, ни валка. Перемирие продляют на неопределенный срок. Большая, там действительно большая геополитическая заруба вокруг Ормузского пролива. Иран себя так ведет, потому что, ну, во-первых, да, без всякого, это нация, это тысячелетняя история, но там есть поддержка Китая. Все логично. Они понимают, китайцы, что следующие они. Ну, там, все говорят, Россия, следующая Россия. Нет, следующие они. Потому что США сейчас забирает под контроль нефть, проливы, вот эти все, ну, то есть ресурсы вот такие. И, условно, если у Трампа удастся обменять разрушенная, условно, база на Ближнем Востоке и негодующих арабов, потому что, а зачем нам ваши базы, на конкретный контроль и, ну, такое перерождение нефтедоллара, это вполне устроит Трампа. Ему лишь бы меньше тратиться, и хорошо. Точно так же и с НАТО он себя ведет. То есть, ну, понимаем, логика геополитическая, стратегическая, понятна. Америка готовится к противостоянию с Китаем. Более того, она уже отчасти развернулась вот сейчас вокруг Ирана. Но меня другой момент волнует. Почему Зеленскому все сходит с рук? Вот когда Зеленский говорит, да не надо этих Витков, Кушнер, это им надо приехать ко мне. Не надо вообще делать сенсации. Это вот они должны, они нужны. А что Америка? Да Америка там влипла в Иране, занимаются, иранцы бортуют, потом американцы бортуют, эти турки бедные с пакистанцами носятся, только организовывают эти выборы, это у них там своя чехарда, а пока они там кублятся условно, мы здесь будем делать свои дела с европейцами. Поэтому я остаюсь, я надолго, я вот здесь, и, в общем-то, то, что в стране происходит. Почему никак Америка не отвечает на это хамство? Почему нет никакого ответа? Почему нет от Трампа лично? Ну, вышел бы Трамп,
Он умеет писать в Твиттере, в Иксе, он красив у себя в соцсети, он как может разложить. Почему он его не трогает? В чем у него, где у него этот защитный иммунитет? Кто ему его дал? Это друзья из Израиля, хотя с Нетаньяху там вроде натянутые отношения. Это, не знаю, там Лондон, Корона. Это кто? Глобалисты, Ротшильды, друзья, ну как бы бывшие хозяева Макрона. Кто выписал ему эту охранную грамоту? Израиль здесь вообще ни при чем. Сразу вам говорю, это миф, который придумали, что там Израиль как-то поддерживает Зеленского. Вообще наоборот. Значит, по поводу крыши Зеленского. Это те самые глобалисты. И здесь есть влияние промежуточных выборов. Трамп занимается, естественно, он не может не заниматься политикой. И если он сейчас начнет то, что вы говорите, делать, а поверьте, руки чешутся, и я знаю, какие идут разговоры вне эфиров, его просто ненавидят искренне. Они как бы развязывают руки тем же глобалистам перед выборами. Вы видите, что вытворяет Трамп? Он за Путина... Зеленский же, слышите, как всегда вставляет? Трамп, по сути, занял сторону Путина. Америка... Это все делается специально перед выборами, а здесь CNN это подхватывает, и на этом делают политику. А если Трамп сейчас пойдет, давай, негодяй, все твое окружение под арест, санкции, пошло и поехало, ты должен уйти, напишет в своем там соцсети, то тогда тебе скажут, смотрите, он вообще на Украину тогда сливает, в которую мы вложили деньги, он вообще с Путиным союз уже делает. Эта же риторика уже пошла. Хорошо, подождите, а чем страшен, стойте, Америка снимает санкции с российской нефти, потом продлевает это, хотя там было пару дней, все сомневались, а будут продлевать, не будут. У Америки большие планы на север, на ресурсы, на редкоземы. Этот дух Анкориджа то испарялся, то опять приходил. Сейчас вроде как опять Россия говорит, ну мы ждем, пока будет такая возможность, да, вот это вот опять, так сказать, вернуться. То есть, смотрите, у россиян и американцев есть чем заниматься друг с дружкой. И ценник там хороший, и они, в принципе, готовы это все делать и предпринимать. Но есть вот этот вот камешек в ботинке под названием «Война в Украине», где и россияне гибнут, и украинцы теряют государственность, и гибнут, и все на свете. Ну так почему его не вытряхнуть, этот камешек зеленого цвета? Ну, это случится. Просто вопрос в том, когда. Давайте подождем, опять, видите, каждый эфир, давайте подождем. Ну, давайте подождем до середины июня, до того, как стоял этот ультиматум. Кроме того, давайте, вы сейчас начали с Ирана и США, с этой войны. Это же тоже сейчас влияет. Сейчас уже в самолете сидел Витков, Кушнер и Венс, а потом этот самолет летит не в Исламабад, а в Вашингтон. Все постоянно меняется. Сейчас информация приходит, что до конца недели по-любому состоятся переговоры, будет какой-то ответ. Очень сложный процесс. И я это всегда людям, и у вас, и везде говорю. Все очень сейчас в мире сложно. То есть, как там люди привыкли в фильмах, это все не работает сейчас. Ни в Украине, ни в Иране. Очень все сложно. И придется ждать, придется смотреть. Но я вам хочу сказать другое. Вот многие не понимают Трампа, вот этих заявлений сегодня одно, завтра совершенно другое, потом третье, потом вообще это не комментируют. Трамп, если что-то сказал и не сделал, сказал, не сделал, то когда придет время делать, он сделает это максимально жестко, тот, на кого обрушится, будет не рад. Повезло тому, с кем сразу занялись по-быстрому, тот сильно не получит. А на Зеленского скапливается. Сейчас в Америке очень сильно муссируется тема импичмента Трампа, где замешан Зеленский. И начнутся аресты. А когда аресты, начнут идти на сделку. А когда идут на сделку, сливают всю цепочку и доберутся ко всем, кому надо. Кроме того, в Америке идут коррупционные расследования, уголовные дела по поводу коррупции в Украине. На огромные суммы идут. Но это сейчас не выносится сильно в паблик. Про USAID, про эти 600 миллионов, 200 миллионов, которые направлялись на на зеленую энергетику и солнечные батареи, а потом их вернули на предвыборную кампанию Байдена. Это же все делалось с согласия Зеленского, и четко фамилию Зеленский называл Трамп-младший, я это у себя на стриме показывал. В Украине же этого вообще не освещают и не показывают. А здесь все очень серьезно. И когда вот это все будет принято решение выливать, я Зеленскому не завидую. Но самое в этом всем смешное, вот эти вот, которые возле него ребятки стоят, они не понимают, наверное, они первые пойдут в расход. У Зеленского сегодня иммунитет главы государства, как ни крути. Как бы я его не считал там нелегитимным, но у него сегодня иммунитет главы государства. А у тех ребяток его нет. И не будет. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса.
Значит, представьте, что вы на финальных переговорах по урегулированию. Что для вас важнее? Ну, короче, вы принимаете это решение, вы там вот на последних переговорах, и от вашего тоже мнения что-то зависит. И вот такие результаты. 4% это репарации, гарантии на будущее, что вот я вернусь, там что-то примут, но я всем скажу, ребята, ну приняли как приняли, но вот у вас тут будут деньги, восстановление, проекты, ну то есть 4%. 6% всего за территории. Ну типа территория главная, я вот сижу на этих переговорах, нет, не отдадим земли, потому что нельзя. 12% личная безопасность, ну то есть моя, да, вот человека, который принимает участие в этих переговорах. И страх бунта. То есть я вот боюсь, что я вернусь, а меня неправильно поймут, и вот это для меня главное, как я себя буду вести на этих финальных переговорах. Ну и, конечно, все очень человечны, и это здорово. Это жертвы от продолжения войны, то есть надо думать о том, а сколько еще людей погибнет. Понимаете? Но вот опять-таки, почему люди так вот голосуют, взвесив там на протяжении нашего эфира в чате трансляции, там, слушая нас, не слушая нас, переписываясь просто в чате, и в этом же чате мы получаем такой результат. А там, похоже, думают о каком-то Дониленде, о какой-то херне, простите. Я вчера шум делал, стрим. Это, конечно, ну, особенно как... Слушайте, ну как этих жителей Донбасса только не унижали вот это вот. И до 2014 года, помните? Бандиты там, бандюки, донецкие, там, луганские, вот это все, понимаете? И сейчас мы пришли к тому, что вот это вот место, где проливается кровь, где рвутся 4-тонные, там, ну, короче, эти бомбы огромные, да, ФАП-500, вот эти... Ужас. Нам говорят, что это будет Дониленд. Это вообще кто такое предложил? Почему у них не в голове Дониленды всякие, а не вот жизни людей, которые в будущем могут быть потеряны? Так если бы люди играли какую-то роль, то идеи про Дониленд бы не было. Так если бы этот Дониленд по-настоящему там и раньше предлагалось и совсем в другом формате, а я же говорю, они сейчас как троллинг это делают. Там сказали, что кто-то в чат GPT из делегации этот герб сделали, флаг Дониленда. Ну то есть до маразма какого-то доходит. Я вам могу сказать, Трамп все это считывает. Но ну что мы сейчас будем обсуждать? Ну, вы думаете, Зеленскому нужны люди или кто-то думает? Всем же все понятно. Всем же все понятно. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Пишите их, пожалуйста. Значит, вот такие у нас сегодня для вас вопросы из клуба зрителей. Анна задает вопрос Денису. Вы сказали начать Украину с нуля после войны. Что вы имеете в виду? Ноль — это что? Конституция, изменение формы правления, люстрация, чисто технически, юридически. Как вы понимаете ноль? И намекните, пожалуйста, как республиканцы смогут избежать провала. Ну, просто намек. Я тоже за них, пишет Анна, но нынешнее их положение серьезно удручает. Так я же уточнил по поводу дел импичмент, USAID, это все будет сливаться, это же все демократы организовывали. И будут доказательства, будут суды, будут аресты сейчас. И это будет очень сильно сбивать, поскольку гражданам США, а граждане США умеют думать, им покажут просто факты конкретной коррупции и совсем не американского, так бы сказать, поведения, а поведение скорее оппонентов Америки, которые склонны к таким вещам. Вот что будет. По поводу... Какой там был первый вопрос? По поводу нулевой вариант. Да, что такое нулевой вариант? Ну, во-первых, смена Конституции. Во-вторых, реформы. Ну, я это все уже говорил. Неолиберальная экономика, либертарианская, полная приватизация, минимальное государство. Минимальное государство. Сумасшедшее сокращение госаппарата, государственных расходов. Свободы, невиданные людям. Вот это все нужно дать, вот это все нулевой вариант. Другая философия жизни совершенно. Не поиск врагов, а концентрация на себе. Так, поехали сообщество, что здесь Александр. Сегодня день рождения великого Ленина, который создал Украину. Вспомним, была ли это историческая ошибка присоединения к ней Новороссии, людей третьего сорта, и была ли ошибка Сталина, который присоединил к Украине первого сорта. Как это нынче трактуется в Украине? Что Денис по этому поводу думает? Андрей вам задает такой вопрос.
Если человек называет украинцев людьми третьего сорта, я могу только его послать. Не, это не, тут не украинцев. Это, я кто? так понимаю, тут аллюзия на материалы. Вот помните, там первый сорт, второй сорт, третий сорт украинцев. Политтехнологически разделили тогда еще. Понял. Вот об этом идет речь. Потому что Я сейчас понял. обсуждают подписчики, я просто вижу и в чате, и вообще так в комментариях на протяжении дня вот эту историю, как когда-то поделили украинцев, русскоязычные, как бы, ну, должны снимать шапку, учить язык, коверкая, то есть, чтобы понравиться вот этой основной идеологии, которая сформировалась еще далеко до войны. Поэтому тут я понял, о чем Андрей пишет. Значит, Ленин негодяй, враг, это первое. Второе, не нужно лезть в эти исторические моменты. Историей заниматься должны историки, а мы должны думать, что нам делать сейчас и о будущем. Это то, чем я занимаюсь. А людям, которым не нужно решение, они начинают лезть в историю, считать себя выше кого-то. Это все не ко мне. Мгм. Денис, ваш тезка. Добрый день. Когда суды и судьи начнут принимать решения не по звонку, как в случае с вашей семьей и других политических преследований? Благодарю. Тогда, когда в Украине будет проведена судебная реформа, когда Украина перейдет на англосаксонское право, будет независимый суд, как в США, вот тогда не будет телефонного права. А пока меняйте фамилии как угодно, в этой системе оно будет всегда. Лина Востроилова, где экономический коллапс, на ваш взгляд, настанет раньше? Россия, Германия, Франция. Не говоря уже о явном излете, ну, как бы мирового гегемона США. Явный взлет мирового гегемона США 31 триллион долларов ВВП. В России 2,5. Вот вам гегемон. И рост ВВП 1,5% равняется ВВП целой Турции в год, прирост экономики США. Так, на всякий случай. По поводу Европы. Там дела экономически плохи, но я вообще не ставлю вопрос, что раньше обанкротится. Это просто неправильный вопрос. Никто не обанкротится. Никто не обанкротится. Ни Россия, ни ЕС, ни тем более США. Украина только, да. Ну, Украина уже банкрот. Так Украина уже банкрот. Я что и говорю, все выиграли, кроме Украины, от происходящего. Алексей, добрый день. Александр, Денис. Вопрос. Иран Ираном, но Зеленский по расписанию или уже... Зеленский по расписанию. Иран Ираном, Зеленский по расписанию или уже нет для Трампа? Как вы думаете, есть ли он у него в расписании? Да, есть. В меню. Не в расписании, а в меню. Он есть в меню. Просто, видимо, на десерт. Сначала первое блюдо, второе, видимо, на десерт все-таки решили. Александр Котов. На одном из ваших стримов подписчик задал глупый вопрос с вашей точки зрения, на что вы ответили: очередной идиот из России. Причем вопрос был вообще о Европе. Все это выглядело так, что в России живут одни идиоты. Хотел услышать ваши очередные оправдания, как вас снова неправильно поняли. Нет, если человек сказал, он трактовал что-то по-своему, он же не вопрос же сейчас не пересказал. Да, мы не знаем историю. Мы знаем просто, что Денис резок на своих эфирах. Но это его эфиры. Ну, давайте тоже. Да, я так. резок на своих эфирах. Это чистая правда, поскольку я занимаюсь конкретным делом, а не вышел самолюбованием или нравится людям. Я не считаю идиотами всех граждан России. Так, значит, ох, какой интересный вопрос в чате трансляции. Сюда нырнем. Выберут ли Орбана вместо Урсулы? Ну, это возможный сценарий, но очень сложный. И выборы это в 29 году главы Еврокомиссии. Разве что Урсулу коррупционно прижмут и досрочно сделают. Самое в этом всем плохое, что неправильное. Если в Евросоюз демократия, то главу Еврокомиссии должны выбирать все жители Евросоюза на выборах. Вот так это должно происходить. Это ключевое. Так, значит, есть у вас информация, когда украинцев начнут экстрадировать из Европы? Денис спрашивает пользователь. Я не верю в никакую экстрадицию, поскольку при всех проблемах в Европе все-таки остается нормальный суд. И массово это сделать точечно, возможно, как-то будет реализовано. Массово это сделать не получится. Во что я верю, что точно будет? Многие страны, с которыми Зеленский особо близок и заключит сделки, не будут продлевать временное убежище для мужчин призывного возраста. Как минимум те, которые там не платят налоги или на пособиях. Но я думаю, всем. Просто не будут продлевать. Просто как бы ты должен сам уехать. Вот так будет.
или остаться нелегалом. Зачем Ахметову квартира в Монако? Рекордная, кстати. Да, По стоимости недвижимости 550. Короче, больше, чем миллиарда евро. Да. Я вообще не склонен считать чужие деньги. Ахметов частное лицо и может покупать все, что угодно, он не чиновник. Вопрос в чем? Я так подумал. Ахметову все-таки 60 в этом году. И, может быть, он просто решил уже закончить с Украиной и сменить налоговое резидентство. А налоговое резидентство Монако – это 0. Поэтому выполняет эти условия, чтобы стать налоговым резидентом. Это я так себе думаю. Потому что с этической точки зрения это выглядит не очень хорошо в разгар войны. Ну, как бы так, я бы не купил, но имеет полное право, точно не осуждаю. Ну, смотрите, тут же самая в мире сделка, ну, по недвижимости. В мире. То есть у нас же кто там? Илон Маск вроде самый-самый, Безос, Маск, ну, богатейшие люди, да, то есть с капиталами, с активами. Они себе эту хрень не покупают. Понимаете? А самая бедная, умирающая страна вообще, ну, мира не будет. Ну, короче, и мира, можно сказать, потому что если там по сводным анализам, то если так опираться только на ресурсы, понятно, внутриукраинские, где треть населения лишились мы, где ВВП не существует, где мы просто, ну, как поле боя, додыхающее, и оттуда украинец покупает самое в мире. Но это же вызывает какие-то логические мысли. Ну, смотрите, я понимаю, что у вас какая позиция? Вот, может, пускай покупает. То есть, как бы не надо никуда лезть, все. Это все понятно и хорошо. Но это же не ко времени, понимаете? Не ко времени идти как бы на пепелище, стоять, когда там все эти все погорельцы кублятся, стоять и жрать ложкой черную или красную икру. Я почему и сказал, по вопросу этики я бы сейчас так не купил. Возможно, ему все равно. Тут же какая ситуация? Англоязычный экс или начали проплачивать, сегодня они очень сильно это подхватили. Что смотрите, мы туда даем деньги, а там человек покупает за 500 000 квартиру. Вот это сильно раскручивается. И я не знаю, как пиарщики Ахметова этого не учли. Я же говорю, поэтому я думаю, может, он психанул уже, на этого Зеленского плюнул, на это все, будет менять налоговое резидентство по 60-летию. Другого объяснения нет. По поводу Маска, он аскет, он живет идеей, технологиями, будущим. Безос, он как раз во Флориду сейчас переехал, чтобы платить меньше налогов. Купил тоже крутой дом, но, конечно, не за такие деньги и близко. Вопрос. В случае наземной операции США и Израиля в Иране, будет ли Елисевич продвигать тезис о лишении США и Израиля права участия в международных соревнованиях за нарушение Олимпийской хартии? Все же члены МОК. Нет, не будет, потому что идет разоружение страны-террориста, а не на несчастную Украину нападение, непонятно почему. Да понятно почему, к сожалению. Значит, вопрос. Вы верите, что тот, кто победит на выборах в Украине, сможет восстановить суверенитет? И каким образом? Только получается через Майдан? Стелла спрашивает. Мы не можем так говорить. Вот это как, Денис, а как закончится война? Что будет после войны? А сможет ли восстановить? Смотря кто президент. Смотря кто президент. Захочет или не захочет, сможет или не сможет. Если он с глубинным государством будет бороться, то сможет. Глубинным государством каким? Украинским глубинным государством. Ну, пример вам простой. А что это? Зеленский, мы об этом уже говорили. Глубинное государство – это вот эти НПОшки Сорос, которые финансируют медиа, часть спецслужб. Вот эта вот история. У них, например, там один из главных обложек – это Стерненко. И Зеленский, как только заговорит о компромиссе, помните, Стерненко выходит, мы его не примем, мы будем сносить власть. Вот это рупор глубинного государства Украины. Стерненко, просто более такой агрессивный. Есть другой амплуа, Притула. Это все рупоры вот этого глубинного государства. Кто за этим стоит, это не публичные люди. Почему Трамп считает, что Байден начал войну на Украине, хотя он начал первые поставки оружия в Украину, ввел первые санкции и так далее? Может, все-таки он начал войну, начав спонсировать Украину? Начал войну тот, кто фактически либо на ракету запустил, либо пошел войной, чья нога ступила на чужую территорию. Вот кто начал войну. Байден одобрил эту войну, безусловно.
Правда ли, что Елисевич работает на Ми-6? Я живу в США. Ну, тут давайте все уже спецслужбы. Ми-6 это Британия. Ми-6 это Британия. Давайте тут ЦРУ, МОСАД, там много можно придумать. Это знаете, как Гордон. Я в таких случаях всегда Гордона вспоминаю. Гость сидит. Это правда, что вы работаете в ФСБ? Нет, неправда. И следующий вопрос. Вот примерно Следующий так. вопрос, да. Неправда. Слышали? Все, неправда. Так, жив ли Балашов? О, боже, началось. Кстати, да, слушайте, интересный вопрос. Не, вопрос понятно. Интересно, что тему поднимают эту, Денис. Что вы скажете по прошествию времени? Помните, мы с вами тоже обсуждали этот сюр, когда говорят, вот, сам себя, типа, подставная смерть. Да не, вы же помните, это сумасшедший этот начал, знакомый, так сказать. Вы знаете, о ком я говорю. Это же он запустил... Нет, ну это ужасно, то, что произошло. И многие люди до сих пор скорбят, и по понятным причинам. Так, а могила есть Балашова, понимание, где она, как она, что она? Ну, вот у вас, например. Я не хочу, смотри, я не общаюсь с семьей и не хочу эти вещи комментировать. Даже там то, что знаю, пускай семья отвечает на эти вопросы. Понятно. Игорь, почему не изменить бюллетени на 2 галочки? Нравится, не нравится. И выбирать кандидатов по балансу мнений, а не по толпе. Нравится, это люди, не нравится. Да, это люди хотят не проблему решать, а вот куда-то фокус свой вести, ерундой заниматься. Где сейчас Миндич, спрашивает В пользователь. Израиле живет и процветает. Почему бы и нет? Да, уж его туда не выдадут, потому что это Израиль, в отличие от других, собственно, стран. Так, значит, так, почему в Иране тогда по-другому? Кто первый выстрелил? Чья первая ракета приземлилась? Кто первый уничтожил какое террористическое государство? О чем вы таком говорите, пишет Семен. О том, что Иран террористическое государство, которое атаковали абсолютно по делу. Но по Жаль, нему что же режим не удалось стреляли. сломать. Что-что? Ну, по нему же стреляли, его же атаковали. Ирану. По Ирану, да. По Ирану, да, да. Да, первые. Получается, США и Израиль начали войну. Конечно. А кто это отрицает? Конечно. Мгм. Так. Ну, значит, Превентивная война, превентивная. превентивная, понятно. Спецоперация, да. Владислав, СБУ вот эти облавы на ТЦК устроили для показухи или кадровой перестановки? Да, человек мотнет потом, мы же с вами это довольно детально обсудили, что это может быть и не показуха, они на того напали, либо прогрев перед ликвидацией ТЦК, показать, что справедливость таки восторжествовала. Люди, мы на вашей стороне. Ну, со стороны государства. Почему резко заглохли разговоры о Залужном? Да, это правда. Не то чтобы разговоры, он пропал с публичного поля. Много может быть причин. Вы понимаете, он как не выходил в публичное поле, какую-то хрень порол, которая очень сильно понижала его рейтинг. Либо там решили, как с Зеленским. Вы помните, Зеленский почти ни одного интервью не дал на предвыборной кампании. Одно крупное, длинное Гордону, и там кое-какой «Украинской правде» сидел, кривлялся 40 минут, ничего не сказал. Возможно, Залужному сказали: слушай, молчи, за умного сойдешь, до выборов лучше не надо. Попробовали, лучше не надо. Вот это самый вероятный сценарий. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем эфире. Всем большое спасибо за то, что присоединяетесь, за то, что мы вместе, за то, что в любом случае, там, несмотря на разные мнения, мы пытаемся разобраться в ситуации. И хотя какое тут мнение может быть, да, действительно, ну такая прям похоронный оркестр звучит над Украиной, и эта музыка, знаете, уже как бы все громче, громче и громче. Будем надеяться, что перескочим мы момент, да, перескочим яму, вот эту последнюю яму, и как-то сбросим лишнее. Но, тем не менее, в общем, следим за ситуацией и, конечно, с радостью комментируем. Подписывайтесь на Елисевича, подписывайтесь на Шелеста, не забывайте. Ждем вас и на телеграм-каналах тоже. Денис, спасибо за время и мысли. Спасибо, спасибо. Берегите себя. Всем добра и света.